Считается, если страна имеет выход к морю, то это существенный плюс по сравнению с теми, кому не так повезло. Можно иметь морской флот, развивать рыбный промысел, обустраивать крупные морские порты и обладать массой других преимуществ с экономической точки зрения. Но все эти подарки судьбы не кажутся такими приятными, когда оказывается, что море – это не только источник благ и процветания, но и страшная угроза для населения страны. Сегодня речь пойдет о Нидерландах и о том, как они спасаются от Северного моря. Большая часть территории Нидерландов расположена ниже уровня моря. По этой причине жители этого региона Европы занимались осушением территорий еще во времена Средневековья. В этой стране не случайно так много ветряных мельниц. Все они были построены для того, чтобы откачивать морскую воду с осушаемых земель. Многочисленные каналы, шлюзы и дамбы, сооруженные неутомимыми жителями Нидерландов, служили одной единственной цели – осушить как можно больше земель, пригодных для жизни и занятия земледелием. Большинство людей как минимум один раз в своей жизни слышали, что немалая часть теперешней территории Голландии была отвоевана у моря. Но так как уровень моря в зависимости от погодных условий может подниматься и приводить к затоплению низменных территорий, а именно они преобладают в Голландии, то наводнения были привычным явлением в прошлом этой страны. С давних времен люди, жившие на территории Нидерланд, страдали от разрушительной стихии. История городов и деревень голландцев наполнена информацией о наводнениях, не только уничтожавших населенные пункты и губивших людей, но и менявших рельеф. Например, современное искусственное озеро Эйсельмер находится на месте залива Зёйдерзее, а этот залив, в свою очередь, образовался в результате крупного наводнения, в результате которого в 1987 году воды Северного моря размыли песчаные косы и заполнили естественное озеро Флева, существовавшее там издавна. В силу своего географического расположения для населения Нидерландов любое сильное наводнение приносит много горя и разрушений. В 1421 году произошло крупнейшее наводнение в истории страны, унесшее жизни примерно 10 тысяч людей и уничтожившее более 70 населенных пунктов. Одновременно с этим вода разрушила все построенные к тому моменту дамбы. Со временем в качестве мер борьбы с этими наводнениями голландцы стали строить защитные дамбы. Но в 20 веке нидерландцы решили обезопасить себя более основательно. В 20-х годах началось строительство грандиозной дамбы Афслёйдейк, которое было завершено в 1932 году. Насыпь протяженностью 30 километров отделила мелководный залив Зёйдерзе от Северного моря, превратив его в озеро Эйсельмер. Строительство этой защитной дамбы спасло многие жизни во время катастрофического наводнения 1953 года. Несмотря на то, что страшный штормовой ветер, вызвавший подъем уровня воды более чем на 5 метров, все же спровоцировал наводнение и привел к человеческим жертвам, специалисты полагают, что дамба Афслёйдейк спасла не 1000 жизней. Если бы ее не было, последствия были бы куда более печальными. Сам же план плотины для ограждения Зейдерзе, прибрежный залив, был разработан инженером Корнелисом Леле в 1891 году. Но, как часто бывает, имеющийся план совершенно не значит, что все сразу все бросят и займутся решением поставленной задачи. А когда все-таки собрались, а случилось это в 1913 году, то через год началась Первая мировая война, перечеркнув все планы строительства и отодвигая его на неопределенное время в такое же неопределенное будущее. И, как часто бывает по закону подлости, в 1916 году на страну обрушился сильнейший шторм, приведший к затоплению большой территории. В результате стихийного бедствия погибло около 1500 человек. Несмотря на все существующие на тот момент сложности, было принято решение возобновить работы по постройке дамбы. Но принятое решение не означало немедленного начала стройки. Работы продолжились в 1927 году. Для начала были возведены 2 искусственных острова по пути исследования дамбы, и лишь после этого строительство началось сразу в 4 точках. С противоположных концов из созданных островов Карнвердерзанд и Брезанд в качестве основы плотины использовали валуны, которые извлекались здесь же со дна залива в процессе дноуглубительных работ.
Технология возведения дамбы была следующей. Сначала на баржах подвозили, а затем сваливали камни двумя грядами. Для заполнения пространства между ними уже использовался песок, который также засыпался камнями. После чего дамба была обложена базальтовыми камнями для большей жесткости. Далее сюда завезли почву и, покрыв ею всю дамбу, засеяли траву. Строили голландцы для себя. Поэтому сей процесс продвигался быстро. В ходе строительства было обнаружено 3 места с сильными приливными течениями. Тем не менее, строители справились со всеми проблемами и сдали объект на 2 года раньше запланированного. Дамба, как защитное сооружение, была открыта 28 мая 1932 года. Прежде залив Зейдерзе стал озером Эйсельмер. В ходе доводочных работ по созданию требуемой высоты параллельно строилась автомобильная дорога, которая была открыта 25 сентября 1933 года. В месте, где было последнее соединение дамбы, в память о заслуженном инженере Голландии Корнелисе Леле архитектор Вильям Дудок воздвиг монумент. В ходе постройки дамбы было использовано 23 миллиона кубических метров песка и 13,5 миллионов кубических метров булыжников. Все эти материалы в полном объеме на дно морское в течение 7 лет размещали примерно 5000 рабочих. С 2 сторон дамба оборудована системой шлюзов, которые обеспечивают судоходство и прокачку воды. Система перекачки воды из озера в море нужна из-за того, что уровень озера Эйсельмер постоянно увеличивается за счет впадающих в него рек, в частности реки Эйсел. Но в стране оставалось еще одно уязвимое место, где часто случались наводнения – дельта реки Рейн. Здесь, а также в дельтах рек Маас и Шельда было решено соорудить несколько дамб и защитных сооружений, которые бы преградили путь морской воде в долину рек во время штормов. Начиная с 50-х годов и вплоть до конца 90-х здесь реализовывался крупномасштабный проект под названием «Дельта», а некоторые его сооружения продолжают модернизировать до сих пор. В общей сложности было построено свыше 16 тысяч километров дамб и штормовых барьеров различной конструкции. Сегодня Авслёйдейк – это самая большая дамба Европы. Ее длина составляет 30 километров, соединяет населенные пункты Ден-Увер и Зюрих. Построена в рамках проекта Зейдерзе для ограждения залива Зейдерзе от Северного моря. Созданное в результате разделения с морем озера Эйсельмер сегодня стало полностью пресноводным. Ширина грандиозной дамбы на всем своем протяжении составляет 90 метров. Высота 7,25 метра над уровнем моря. Уклон насыпи 25%. По плотине проходит шоссе А7, по европейской классификации шоссе Е22 и велосипедная дорожка. Расстояние между Ден-Увером и Зюрихом по дамбе 32 километра. Освещение дамбы Авслейдейк осуществляется с помощью панелей, которые реагируют на свет автомобильных фар. Установленные вдоль дороги панели отражают и усиливают свет автомобильных фар. Таким образом, в темное время суток дамба обходится без электрического освещения. Инженеры студии, работавшие над проектом, черпали вдохновение в природе, а точнее в отражающих свойствах крыльев бабочек. Инженеры решили повторить этот трюк, покрыв дамбу светоотражающим слоем с небольшими призмами, улавливающими и рассеивающими свет автомобильных фар. Таким образом, на освещение дороги не требуется электричество. Идеальное ровное шоссе на дамбе стало площадкой, на которой в 2006 году Роберт Дорнбас, пилот Формулы-1, установил рекорд скорости движения болида по обычной дороге 326 км в час. Но главный рекорд был установлен в 1953-м. Тогда за одну ночь дамба полностью окупила все усилия на ее строительство и доказала, что центральные районы Нидерландов теперь защищены даже от крупных наводнений. Наводнение в Северном море 1953 года было крупным наводнением, вызванным сильным штормом, который произошел в ночь на субботу 31 января 1953 года и на утро воскресенья 1 февраля 1953 года. Наводнения обрушились на Нидерланды, Бельгию и Великобританию. Сочетание сильного весеннего прилива и сильного европейского шторма над Северным морем вызвало штормовой прилив. В некоторых местах сочетание ветра, прилива и низкого давления привело к повышению уровня воды более чем на 5,6 метра над средним уровнем моря. Волны перекрыли морскую оборону и вызвали сильные наводнения. Голландия, страна, которая состоит с 20% своей территории ниже среднего уровня моря и которая в значительной степени опирается на морскую оборону, пострадала хуже всего, зафиксировав 1836 смертей. Наводнение нанесло большой ущерб имуществу.
Вся история Нидерландов – это непрерывная борьба за выживание. Никакая другая страна в мире не реализовывала столько крупномасштабных проектов по защите своей территории от наводнений, вызванных натиском моря. Но борьба с безжалостным Северным морем в последние столетия усугубилась глобальным потеплением и повышением уровня Мирового океана. Несмотря на то, что Нидерланды уже сделали очень многое для защиты своей страны от наводнений, останавливаться им пока рано. Из-за постоянного повышения уровня моря существует риск того, что имеющихся защитных сооружений уже в ближайшие 50 лет будет недостаточно. Поэтому инженеры подыскивают новые пути решения проблемы.